Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем говорить про эмуляторы, потому что в прошлых уроках мы разбирали такие вещи, как реверс-инжиниринг Android-приложений, как вообще с ними взаимодействовать, с APK-файлами, как их реверсить, как их модифицировать и всякие такие различные манипуляции. Но при этом, как мне кажется, мы до сих пор не разобрали важную тему, такую как каким же образом взаимодействовать с устройствами виртуальными. То есть это либо подключать нужно устройство эти нам с помощью кабеля, да, то есть подключаем с помощью кабеля и с ними взаимодействуем с помощью команд ADB, которые мы сейчас разберем, либо же используя эмуляторы. Так вот, чтобы взаимодействовать с эмуляторами, я рекомендую самое простое решение, самое логичное, на мой взгляд, это, естественно, Android Studio. Доступно на всех платформах, сегодня будем разбирать на Windows, но в принципе ничто не мешает вам поставить ее на Mac или на Linux, все будет работать. После того, как мы запустили Android Studio, значит, у нас здесь у меня в данном случае уже открытый проект, но у вас может быть что-то иное, но самое главное, что после создания любого проекта у нас будет такая кнопочка, как Device Manager. Проект, опять же, можете создать любой по умолчанию, простейший проект, который там предлагается, и все будет хорошо работать. И вы попадете именно в это вот окно, да? То есть вот оно здесь. Смотрите, здесь у меня будет список устройств. То есть, если мы тыкаем на Device Manager, у нас что здесь есть? Running Devices, есть Device Manager, есть Gradle, он нам не нужен сейчас. Но, в принципе, вот два основных пункта вот нас интересуют, которые. То есть, запущенные устройства, либо же непосредственно менеджер девайсов. То есть, можем добавить какие-то устройства, можем удалить их по нашему желанию. Вот, у меня, видите, здесь три устройства. Итак, чтобы создать новое устройство, нужно нажать на плюсик, вот этот, который здесь у нас есть, выбрать Create New Virtual Device. Вот, естественно, это можно сделать также с помощью командной строки, но сегодня будем разбирать вариант с помощью интерфейса. Так вот, можно выбрать, по сути, любое устройство, которое нас интересует. Я рекомендую что-либо из последнего, или что-то либо из знакомого, в общем-то, не суть. Что рекомендую искать? Ну, значит, есть гугловские девайсы, то есть те, что Google создает специально для Play Market, Play Store, да, а есть устройства ручные. То есть вот у меня есть Rooted Pixel 8. Вот смотрите, если я выберу из Pixel 8, вот опять же, посмотрим дальше на Next, выбираем это устройство, можем выбрать нужный нам образ. И я рекомендую выбирать образ, который вот не Google Play Store, а Android Open Source. Что из этого? Или давайте Show All и посмотрим, какие есть у нас варианты. Google APIs, Google Play, не очень мне это нравится. У меня какой здесь вариант был выбран? У меня здесь, значит, Android 14. Вот. И здесь у нас есть Google APIs, Intel. Мне кажется, я выбирал эту вот версию. Вот, Pixel, вот 34 API, да, Android Open Source. Видите, сервис Android Open Source. Так вот, этот вариант такой интересный, в котором не очень хорошо запускать приложения, которые заточены под сервисы Google, но в то же время очень удобно его использовать для того, чтобы допустим, используют наши утилиты для реверс-инжиниринга, ту же Фриду или Objection. То есть вот для этих вариаций, конечно же, лучше использовать этот образ. То есть я рекомендую вам его использовать. Ну, естественно, также, если вы используете Intel M1 чип, если у вас компьютер на этом чипе, то у вас будут другие образы. То есть здесь будет не Intel, а ARM, соответственно. Вот такие у нас будут вариации. Много устройств, можете поиграться, посмотреть, какая версия вам лучше всего подходит и что вы, в принципе, ожидаете. Потому что можно поставить какое-нибудь старое устройство, да, для интереса и с ним взаимодействовать. То есть, как вы видите, у меня несколько вариантов разных. Один у меня rooted, другой не rooted. Ну, то есть, в принципе, вариантов довольно много. Итак, запускать можно либо отсюда, но сегодня в целях обучения будем использовать командную строку. То есть, нажимаем здесь кнопку Start, все запускается. По поводу настроек устройства. То есть, можно это все дело вот здесь вот настраивать, допустим, wipe data, стереть все данные, дуплицировать образ, также можно этой виртуальной машины, этого, значит, устройства, редактировать, ну, допустим, какие-то параметры, скажем, допустим, можем поменять что? Можем изменить, сколько памяти выделяется, видите, у меня 512 мегабайт выделяется, в принципе, немного, можно поставить 1024 вполне. Да. Он при этом удаляет весь контент, хорошо, тогда оставим. 512, но не будем трогать. Вот. CPU Cores, Graphics Acceleration можно поставить, какую акселерацию ставить. Ну, в общем, разные вариации. Вот. То есть можно поиграться с этими настройками и поставить, что нам нужно. Вот. Также, помимо этого, Wipe Data непосредственно удаляет все данные, которые там были ваши настроены, то есть установлены приложения, настройки, все прочее будет удалено.
Delete полностью стереть этот образ, убрать. То есть, если вы его скачали, он будет удален. И все. Нужно будет снова скачать его. Ну, в принципе, невелика беда. Вот, это что касается настроек в графическом интерфейсе. Теперь давайте же посмотрим, как это все выглядит в консоли, в командной строке. Смотрите, ну, во-первых, вот я подготовил вам такую вот шпаргалку, которая, естественно, тоже оставлю ее в описании. Смотрите, что можем сделать? Можем открыть терминал. У нас Windows PowerShell, ну, либо Command Prompt, в принципе, не суть важно. Что здесь самое главное? Самое главное, чтобы у вас все пути были прописаны к ADB и прочим утилитам в Path. То есть в системе должны быть прописаны пути. Важный момент, друзья, чтобы нормально все работало, очень важно, чтобы у вас были выставлены environmental variables, то есть переменные среды. То есть они должны указывать на ADB, то есть в путях должен быть прописан ADB. Вот у меня здесь он прописан, допустим, это Visual Studio, а где-то здесь у меня должен быть Path. Вот если я нажму Edit, видите, у нас разные вариации, и у меня здесь должен быть прописан скажем, где же она должна быть прописана? То есть Docker у меня прописан, другие различные вариации, AppData, вот SDK, BuildTools, вот видите, BuildTools и Emulator. То есть вот эти вещи должны быть прописаны непосредственно здесь в Environmental Variables. Ну, в настройках системы у вас должны быть они указаны. То есть вот так это все работает. Все, после этого ADB Devices будет показывать вам доступные устройства. Сейчас у меня ничего не запущено, поэтому давайте приступим к просмотру доступных эмуляторов с помощью команды строки. Так вот, если выделяем Emulator List AVDs, нажимаем, нам показывает то же самое, ровно что показывается в Android Studio, абсолютно то же самое. Чтобы запустить эмулятор, необходимый нам, пишем Emulator AVD и, допустим, Rooted Pixel 8. И это запустит непосредственно наш эмулятор. Смотрите, что интересно. Также можем поставить wipe data, чтобы стерлись все данные на нашем устройстве. Ну, естественно, если у вас такое желание есть. Как правило, я запускаю просто стандартным образом. Ну, давайте поставим no snapshots load. Snapshots load. Это, по-моему, аналог cold start, холодной загрузки. Так, no snapshots load. Snapshots. Так, ошибся. No snapshot load. Все, пошло. Запускается. Вот, следовательно, Performing Full Startup. Ну, короче говоря, да, холодная загрузка пошла. То же самое, что Cold Boot у нас здесь в менюшке графической. Вот, запустилась. Можем здесь видеть, что происходит, собственно говоря, какие-то ошибки. Я рекомендую вообще холодную загрузку практиковать, так как очень многие вещи, ну, допустим, могут быть неправильно сохранены, особенно если вы сильно измените систему, играетесь там с реверс-инжинирингом, то есть лучше иногда загрузить ее с нуля, то есть хотя бы иногда грузить с нуля систему. Все, мы зашли, можем создать новое окно терминала и теперь работать непосредственно с эмулятором. Самое интересное, значит, у нас установлены некоторые приложения. Видите, вот у нас галерея, это стандартные все приложения. Uncrackable, мы в одном из видео разбирали Uncrackable, также у нас SSL Pinning State, Damned Vulnerable App, короче, разные приложения. Они ставятся с помощью команды adb install. То есть adb install название приложения. Мы в этих видео уже это ставили, поэтому еще раз разбирать это не хочу. adb install, название приложения, .apk, enter, все. Ставится в эмулятор. Либо самый простой способ – это перетащить APK непосредственно в сам эмулятор. Точно так же произойдет, также оно все поставится. Значит, смотрите, дальше. Если хотим удалить какое-то приложение, вот если мы хотим что-то удалить, у нас для этого команда есть adb uninstall и название приложения, то есть что-то com. И название приложения. А как узнать название этого самого приложения? Так вот, для этого есть команда adb shell pm list packages. Пишем так, adb shell pm list packages. Смотрим, какие пакеты есть, что мы можем удалить. Но, допустим, можем удалить Uncrackable. Давайте посмотрим Uncrackable. Вот Uncrackable 1. Вот. И, соответственно, очень много всего здесь написано, поэтому давайте использовать команду grep. Grep, чтобы нам отсортировать по нашему параметру. То есть uncrack. Пишем, неправильно написал. Uncrack. Все, видим название нашего пакета. Значит, пишем adb uninstall. Wasp, mstg, uncrackable 1. Success. Все удалилось, значит, наш пакет был стерт.
Значит, вот таким образом это все работает. Дальше. Возникает такая необходимость, такой вопрос, а как же завершать процессы, запущенные на эмуляторе или у нас на телефоне, скажем так, с помощью EDB, да? Опять же, простая задача весьма. То как же это делать? Все тоже весьма просто. Допустим, мы хотим вот открыть Simple Notepad приложение. Вот у нас здесь, естественно, обычным способом просто так закрываем его, да, смахиваем туда, и все, оно закрывается. Но если мы хотим посмотреть это как процессы, можем использовать вот что. Можем использовать ADB Shell, опять же, наш дорогой, с помощью которого можно зайти на устройство. Опять же, можно набрать ADB Shell, войти на устройство, вот, и уже там вводить команды на самом устройстве. А можно как бы ввести дальше команду с ADB Shell и, допустим, PSA. Посмотреть список процессов. Видите, у нас здесь есть один из процессов, который нас интересует. Com Simple Notepad, и здесь у нас что? У нас NDC Background SDK. Ну, давайте его, собственно говоря, и закроем, этот процесс. Значит, где он здесь находится? Simple Notepad. Опять же, номер процесса нужно узнать. Какой столбик из них номер процесса. Вот, PID, вот он здесь. Самый первый столбик – это у нас наш процесс. User – это от какого пользователя запускаются эти приложения. То есть у нас от пользователя root запускаются все они. Вот, и поэтому ID этого процесса, значит, должен быть, значит, так, Advanced Android, вот, Simple Notepad, следовательно, 2748. Давайте его как раз таки и закроем, этот процесс. Вот, ADB kill, ADB shell kill, ADB shell kill, и у нас здесь 2748. Давайте посмотрим, чтобы он закрылся, чтобы процесс этот закрылся. Сейчас вот таким образом расположим. Так, operation not permitted. Ага. Не разрешено произвести эту операцию по той причине, что мы сейчас не root. Теперь мы перезапустились как root, и теперь можем завершать процессы. То есть 2748, закрываем его. Так. Судя по всему, это не тот процесс. Давайте посмотрим еще раз. PSA. Что у нас здесь? PSA и grep node. Simple Notepad. Ага, уже другой номер процесса у нас присвоен. Следовательно, мы 1692. Вот, 1692. 692. Закрыли. Все, процесс закрылся, но он почему-то перезагрузился. Вот. No such process. Ага. То есть, окей, если мы снова посмотрим, у нас уже будет 3157. 3157. Ага. Вот что получается. Иногда бывает так, что есть какие-то вспомогательные процессы, и мы не можем закрыть просто так его. Поэтому давайте используем иную тактику в этом случае. Иногда не получается так вот. Поэтому мы пробовали убить конкретный процесс, это иногда срабатывает, но иногда и нет. По той причине простой, что приложение – это не один процесс, а может быть набор процессов. То есть один отвечает за какое-то UI-приложение, другой отвечает, допустим, за скачивание каких-то данных, третий еще за что-то, и, в общем, вот таким образом это работает. То есть это не сработало. Поэтому, во-первых, есть команда ADB Shell Kill 9, можем попробовать принудительно закрыть процесс, то есть прям принудительно его закрыть. Давайте еще раз посмотрим номер процесса. То есть тире 9 это как бы принудительное закрытие. Так, 3354. Давайте посмотрим. ADB Shell Kill, тире 9. И название процесса. Так. No such process. Пардон. У нас не 3157, а 3354. Видите, каждый раз меняется при перезапуске. Не помогло, поэтому нужна другая тактика. Значит, нам нужно знать название пакета. Вот. Название пакета com simple notepad 2. Мы теперь знаем его. Вот. Чтобы его закрыть, используем вот эту команду adb shell am force stop. Значит, таким образом мы закроем его, но именно по названию пакета. То есть это должно точно сработать. Com simple notepad 2. Так. Все, теперь точно приложение закрылось, и все вспомогательные процессы, которые были с ним связаны, то есть все закрылось. Таким образом это работает. Опять же, если это какие-то системные процессы, а не приложения, то зачастую команда kill очень даже срабатывает. Что еще важно знать? Что мы можем зайти напрямую в ADB Shell, то есть мы уже находимся на нашем эмуляторе, вот прямо здесь. То есть это уже командная строка не нашего компьютера, а эмулятора. Пишем who am I. Мы уже root, то есть мы сейчас зашли как ADB root, мы зашли как вот root пользователь. Теперь, соответственно, то же самое команды можем запускать, как в обычном Linux, в Linux-системе, ls, la, все что угодно можем теперь делать. Переходить по папкам, добавлять файлы, создавать, скачивать и, в общем-то, все что угодно.
Exit набираем, чтобы выйти обратно в наш обычный Windows PowerShell. Можно сделать скриншот на устройстве. Смотрите, с помощью команды adb shell screen cap можем также, допустим, сделать скриншот на нашем девайсе. Вот с SD-карты скриншот PNG. Пускай будет скриншот 1 PNG. Давайте так сделаем. Попробуем. Если это сработает, опять же, нужно правильно учесть. Здесь у нас есть SD-карта, должно нормально создать. Так, screen cap, вот, оно создалось. Кстати говоря, можем посмотреть на устройстве, если мы видим это дело все в files. Вот files, здесь у нас не downloads, скажем, recent. Вот, скриншот 1 PNG, видите, мы его здесь видим, мы можем с ним взаимодействовать. Вот у нас есть. Естественно, осталось только нам его обратно скачать к нам на наше устройство. Давайте я зайду на рабочий стол к себе. Вот. И здесь его теперь скачаем. ADB pool, SD card, screenshot, PNG. Вот. Screenshot 1 PNG. И после этого оно скачается на наш рабочий стол. Давайте посмотрим. ADB pool, screenshot 1 PNG. Все, one file pulled. Все, значит, таким образом оно скачалось. ls. И вот, собственно говоря, у нас наш файлик здесь должен быть где-то быть. Сейчас, где у нас скриншот 1? Скриншот 1 PNG. Все, скачалось. Все хорошо, все успешно, все работает. Можно использовать эту команду, чтобы завершить работу эмулятора. То есть ADB эмулятор kill. Смотрите еще какой факт интересный. Что можем зайти в Task Manager. И увидим здесь у нас QEMU, если набрать здесь строчки поиска, то есть это наш эмулятор. Можно, в принципе, его здесь грохнуть, и оно закроется. Вот, то есть даже можем видеть память, сколько использует, диск и прочие вещи. То есть вот QEMU используется эмулятор. Вот эмулятор Rooted Pixel 8. Вот, то есть он здесь запущен и вот таким образом работает. То есть это не что иное, как обертка вокруг QEMU, и этот графический интерфейс красивый, это все использует QEMU. Также его можно использовать для других операционных систем, не только Android, все что угодно, в общем-то. Смотрите, что еще можно использовать. Можно, допустим, отключать от сети или включать в сеть наш телефон. Ну, как бы эмулировать. Если набираем так вот, AC off, опа, окей, то есть у нас отключился от сети. А теперь AC on, и у нас к сети он обратно подключится. Все подключилось, видите, пах 100% снова. Значит, изменять можно также геолокацию под GPS. Вот на ADB GeoFix. Пишем здесь. Так, все. Ну, нужна правильная геолокация, видите, это чуть немножко неправильный range, вот, но, в принципе, должно нормально работать. Итак, мы, в принципе, разобрали самое основное, что можно попробовать с помощью команд. На самом деле, здесь все команды не совсем правильно прописаны, здесь есть некоторые ошибки, так что не суть. Но, в принципе, основную суть показал, что вот можно использовать либо командную строку, либо непосредственно управлять им с помощью Android Studio. Но в самом эмуляторе также есть интересные кнопки, допустим, здесь можно громкость регулировать напрямую здесь, можно делать скриншот вот здесь прям, можно приближать, можно делать ротацию телефона, можно его переворачивать как вам угодно, то есть в принципе ничего тут это делать не запрещает. Нажимая 3 точки, у нас открывается эта менюшка, где можно также менять некоторые параметры, допустим, снова сила сигнала, какая тип сети, GSM, LTE и так далее, допустим, можем LTE поставить. Вот, дисплей, понятно, нам здесь это не нужно, батарея, какая она хорошая, плохая, в общем-то, не знаю, мертвая или какая угодно, да. Charge level можно поменять здесь. Кстати говоря, что-то почему-то здесь не меня. Все меняется, все нормально, да. Сразу видите, меняется батарея. Можно сделать, что не charging, а, допустим, not charging. И, допустим, dead батарея, чтобы будто она совсем плохая. Good или full, или charging. В общем, разные вариации. С камерой можно поиграться. Локация, опять же, можно поставить с помощью GPS-сигнала разные точки на карте для эмуляции в приложениях. Телефон, можно отправить сообщение, допустим, hello, и набираем send message. Тут же сообщение приходит. А можно позвонить на устройство, можно также, что здесь у нас это устройство не поддерживает, значит, directional pad. Ну ладно, микрофон и прочее. Bug-report, кстати говоря, да, bug-report можем, также важная команда, либо IDB logcat, почему я не разобрал, logcat, все, значит, логи, либо IDB bug-report. Но соберет у нас на устройстве, значит, файл, в котором будут все текущие сведения о запущенных процессах и прочих вещах. То есть IDB bug-report создаст нам полный отчет. Вот. Скриншот опять же можно сделать. Вот видите, допустим, можно при баг-репорте сделать save-report и отправить его в Google, допустим, вот send to Google. Вот. Также запись экрана. В принципе, это можно делать с помощью также ADB Shell.
что нам не запрещает. Ну и в принципе все, да, вот. Прокси еще важная вещь. Также можно в прокси настроить, manual proxy configuration. Видите, у меня стоит есть 127.0.0.1 и порт 8081. Это я использую для отладки в Burp Suite. То есть вот у меня Burp Suite есть, и вот мы уже рассматривали в одном из примеров его. Вот, в принципе, самое основное, что хотел сказать про эмулятор, сказал. В некоторых местах может быть немножко сумбурно, вот, но в принципе, если анализировать и разбираться, то довольно много чего интересного можно накопать в плане работы с эмулятором с помощью терминала. В общем, очень даже интересно. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, будут новые еще видео. До новых встреч и пока!